Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Последние сподвижки Konami в отношении обновлений для eFootball дают надежду на то, что все-таки нас не оставят без апдейтов, которые хоть как-то, но изменят и разнообразят игру. Более того, игра неожиданно стала вновь обзаводиться новыми партнерствами, которые также могут повлиять на контент в игре, и обо всем этом и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Перед началом не забывайте поддерживать видео лайками и комментариями для его соответствующего продвижения, подписывайтесь на наши соцсети, ну и про этот канал тоже не забывайте, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Итак, начнем с потенциальных обновлений. Как и всегда, когда Konami делают что-то в игре и тестируют новый контент, это так или иначе, но отображается в базе данных Steam. И, соответственно, подобные изменения вновь отображаются в базе данных, которые обновились не так давно. Это символизирует о том, что Konami вновь тестирует новый контент в eFootball, и что они могут тестировать, остается загадкой. Может быть, они просто смотрят на какой-то обновленный геймплей или добавляют какие-нибудь условные стадионы, хотя второе маловероятно. Подобные изменения в базе данных могут стать предвестниками обновления как простого, которое исправляет небольшие баги, поскольку такие были обнаружены в 10-х числах января, если обратиться к официальному сайту игры, так и к более глобальному обновлению, которое, возможно, выйдет в конце января, в начале февраля, которое в том числе исправит ошибки, но и добавит какой-то контент. То есть, как и всегда, наши излюбленные два варианта развития событий. Какой наиболее вероятный, предугадать сложно, потому что это же Konami, и поэтому может произойти все, что угодно. Нам лишь остается держать руку на пульсе, так сказать, новостей. И какими-никакими, но все же Konami делятся с нами новостями по eFootball. В частности, они объявили о соглашениях с двумя партнерскими командами, а именно с мексиканским клубом Гвадалахара и бразильским клубом Атлетико Минейро, за который играет наш старый знакомый Халк. Соответственно, оба клуба будут иметь полную лицензию в лице логотипа, реальных форм, настоящих данных игроков и их официальных стадионов. И если стадион Атлетико Минейро уже присутствует в игре, то стадион мексиканской команды появится в недалеком будущем. После объявления Гвадалахара и вовсе были новости о том, что стадион не планируется, но Konami ведут переговоры о том, чтобы ввести его в игру, и спустя несколько часов было объявлено, что он все-таки появится. Так или иначе, но второй год подряд именно зима становится тем самым временем, когда Konami объявляют о новых партнерствах. Так было и в прошлом году, когда, по-моему, в феврале Konami объявили о соглашении с Мексиканской лигой. И учитывая, что еще в начале января мы обсуждали возможность введения новых стадионов, новых команд в игру с глобальными обновлениями, и эти слухи постепенно воплощаются в жизнь. Конечно, преждевременно говорить о том, что, возможно, появятся еще какие-нибудь команды, но подобные ситуации также нельзя исключать, потому что предпосылок для бразильской и мексиканских команд особо-то и не было, поэтому в любой другой момент Konami могут объявить о другом соглашении, которое также разнообразит лицензионную составляющую игры. Ну и может быть, между тем, под шумок они анонсируют какие-нибудь новые режимы или ту же самую карьеру, что было бы неплохо, поэтому остается следить за Konami, и в лишний раз они нас, по сути, успокаивают, что они не собираются отмалчиваться на протяжении всего третьего сезона, и тем или иным образом будут способствовать появлению нового контента в игре. Это правильно, так и должно быть, и хотелось бы видеть чуть больше усилий Konami в этом направлении. По традиции, я буду ждать ваше мнение, дорогие друзья, в комментариях под этим роликом. Что вы думаете насчет обновлений, как скоро нам придется ждать обновления и насколько глобальным оно будет. А также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, поскольку именно ваша активность способствует продвижению роликов, ну и канала соответственно. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за поддержку. Услышимся в следующих роликах на канале Realistic PES. Всем пока, дорогие друзья.